Николай Константинович Рерих. Картина «Армагеддон». Слово «Армагеддон» является греческим эквивалентом еврейского «хар-мегиддо». Этим словом в древних еврейских писаниях обозначалась конечная великая битва между светлыми силами и силами тьмы. Художник написал картину в 1936 году. Это полотно стало пророческим. Художник будто бы предвидел ужасы будущей катастрофы – приближение Второй мировой войны. В центре картины изображен старинный город. Он охвачен пламенем и утопает в красно-оранжевых клубах дыма. На переднем плане мы видим людей, уходящих из этого раскаленного ада. Их тени выделяются на фоне бушующего пожара. Устремленные прочь от грозящей опасности, идут, опираясь на палки, сгорбленные старики. Женщины несут какой-то жалкий скарб, спотыкаясь, бредут дети. Мы чувствуем безмолвный крик страдания и муки. Художник повторит картину в 1940 году. Но все это будет происходить уже и в жизни. Будут рушиться и гореть города, из которых будут уходить люди. Они будут погибать и умирать на жестоких дорогах войны. Мировой апокалипсис превратит города и страны в пылающий, гибнущий город, изображенный художником на картине. После Второй мировой войны Рерих напишет: «Кончен Армагеддон войны». А теперь на человечество надвинулся Армагеддон культуры, еще более трудный. Человек, сметенный, истощенный, духовно обнищавший, должен сокрушить многих ехидн невежества. Со времени написания этих строк прошло почти 80 лет. А как актуальны сейчас слова Рериха провидца? События, происходящие в 21 веке, показывают всем нам, насколько необходим человечеству щит культуры. Художник был твердо убежден, что именно через культуру мир преобразится, ибо битва между силами света и тьмы продолжается и сейчас в виде борьбы добра и зла. Каждый человек в своей жизни становится перед выбором между светом и тьмой. В поступках, в мыслях, в отношении к другим людям. Супруга художника Елена Ивановна Рерих в своих письмах пишет, что указанный всеми великими подвижниками путь – это путь преображения духовного человека, путь развития сердца.